Привет, друзья! Так сразу и не скажешь, с чего начать. Думаю, стоит сначала представиться. Этот рыцарь не совсем печального образа, которого вы сейчас видите, я. Зовут меня Яков Асканов. Я автор канала «Неразочарованный странник», который посвящен путешествиям и съемкам дикой природы. И собираемся мы с приятелем Женей Барановым в Калмыкию на съемке миграции редких перелетных птиц. Очень надеемся, что сможем порадовать вас кадрами этого уникального природного явления. Ну что, поехали! Любое путешествие начинается с запасов провизии. Ведь места, в которых мы бываем, не изобилуют магазинами. И подчас для того, чтобы просто купить воды и хлеба, нужно проехать не один десяток километров по тому, что можно лишь условно назвать дорогой. А успешный фотограф – это сытый фотограф. Потому что если ты голоден, ты начинаешь рассматривать объекты своих съемок не как моделей, а как дичь. Как я уже говорил, наш путь лежит в Калмыкию, заповедник Черные земли. В его состав входит несколько территорий, и наибольшей популярностью у фотографов пользуются степные участки, где обитает единственная в Европе антилопа – сайгак. Но у нас другие цели, и мы направляемся в орнитологический участок Приютненский район, через который пролегают миграционные пути многих видов перелетных птиц. На въезде в Приютное нас встретил магазин с говорящим названием, куда мы и зашли, чтобы было чем отметить приезд. И я приехал и попал, как Чацкий с корабля на бал. Нас встретил инспектор заповедника Юрий Викторович Бабичев, который сразу повел к карте. Помощь опытного человека в нашем деле неоценима, ведь поиск диких животных – дело непростое. Справа съехать и ехать по дороге прямо в самый конец, Вот как, мальчики и девочки, выглядит человек, которому ехать по дороге в самый конец рано утром после покупалки. Не обращайте внимания на мой нефонтанирующий бодростью вид. На самом деле внутри меня кипят нешуточные страсти поискового азарта и, конечно же, предвкушение первых кадров. Наши поиски перелетных птиц проходили в окрестностях озера Маныч-Гудило. Места эти изобилуют лиманами и прудами, на которых перелетные птицы пересаживаются отдохнуть. Погода была так себе, к тому же дул сильный порывистый ветер, поэтому снимать с дрона стаи птиц, о которых рассказывал Юрий Викторович, возможности не было, и мы приняли решение поснимать на берегу одного из водоемов. На самом деле трудно угадать, кто именно, когда и на каком водоеме появится. Четкой методологии по определению правильного места съемки нет, поэтому мы решили попытать счастье, поставив скрадук наугад. Ну кое-кто, но он все же попался. Это тундровый лебедь, у него почти весь клюв черный и короткая шея. А вот лебеди-глякуны, которых вы сейчас видите, на вид более грациозны. Шея их длинны, а на клюве больше желтого, чем черного. Вот такой славный получился денек. Как говорится, тут и сказочки конец, а кто смотрел, молодец. Шучу, конечно, это самое начало, я вам даже еще чибисов не показал. Итак, знакомьтесь, если вы вдруг еще не знакомы. Этот принимающий ванну франт – чибис. Среди всех куликов, которые посещают долину Маныча, этого, пожалуй, можно увидеть первым, уже в марте, и узнать его легко. Во-первых, птица обладает красочным оперением, а на голове щегольское перо, как у баварцев на шляпе. Слышали выражение «вырядилась как пигалица»? Вот именно так пигалица и выглядит, так как это старинное название данного вида. Во-вторых, его легко узнать по силуэту в полете. Крылья у чибиса широкие и на концах закругленные, что позволяет ему совершать характерные высокоманевренные брачные полеты. Самцы пикируют друг на друга, стараясь сломить волю противника и показать, кто в доме хозяин. Правда, иногда могут попутаться и наехать не на того. Тут главное вовремя сделать ноги. Ну, в смысле сделать крылья.
Ветер к обеду не стих, и мы посвятили время разведке, присматривая поля и участки целины, где отдыхали стаи перелетных птиц. Была надежда, что ветер завтра будет не таким порывистым, и мы сможем поснимать миграцию дроном. Вообще, через долину Маныча лежат пути многих гусеобразных. Нашей основной целью были краснозубые казахи, белолобые серые гуси, а также пескульки. Здесь, в этих краях, птицы останавливаются, чтобы набраться сил перед решающим миграционным рывком на север, к местам гнездования, чтобы начать новый круг жизни. Ну а для кого-то этот круг оказался финишным. Расскажи, что думаешь? Думаю, как бы снять быстрее то, что мы собрались снимать. И поесть. Так как этот выпуск первый, коснусь, пожалуй, темы еды и быта. Большинство заповедников имеет приюты, где можно разогреть пищу и заправиться горячим напитком. Как правило, мы покупаем с собой пакеты с китайской лапшой и пюре быстрого приготовления, а к ним тушенку. Завтраки и ужины проходят в приютах, а для полевых работ мы обычно берем бутербродные наборы. Хлеб, колбасу, сыр, а также в зависимости от времени года либо термос с чаем или кофе, либо прохладительные напитки. Не подумав вначале, мы сняли этот фрагмент, перенасытив его нечаянной рекламой так, что Тимур Бекмамбетов со своими дозорами нервно курит в сторонке. На самом деле мы ничего не рекламируем из того, что вы видите. Вся лапша, тушенка и пюре покупаются почти всегда наугад или по наличию. А увиденные вами в этом ролике бренды – результат нашей неопытности в подобных съемках. Мы просто не догадались снять этикетки. На этом с бытом предлагаю закончить и вернуться в поля. Погода нас не подвела, и следующее утро выдалось замечательным. А началось оно с отары овец, где уже появились первые каракулевые ягнята. Но как мы могли проехать мимо таких вяж? Остановились, конечно, ненадолго. Весна пришла, и начали распускаться первые степные цветы. Но не только цветы. Мы встретили еще несколько весьма распущенных зеленых жаб. Спаривание. Простите мне великодушно мой внешний вид, но образ лохматого энтузиаста – мое обычное состояние во время съемок, так как все салоны красоты остались где-то там, в краях, где есть асфальтовые дороги. Наверное, вы обратили внимание, что ролик называется «В большом пролете». Это не означает, что мы не преуспели, просто я, как всегда, тяготею к каламбурам. Пролетом называется полет птиц через определенную территорию во время миграции. А почему он большой? Я вам сейчас покажу.
Завершить съемки мы хотели одной интересной птицей, которая, судя по доносившемуся из тростников пению, была где-то рядом. Но по дороге к плавням мы неожиданно наткнулись еще на одного обитателя степей, буквально за малым не наступив на него. Привет, дружище, дай 5. Ты издеваешься? У меня же нет рук. Сейчас я тебя научу манерам. Господа, узорчатый полос – довольно редкая змея, и довольно рано проснулась она. Неожиданная встреча, середина марта. Мы занимаемся съемками. Немного поработав моделью на благо моего блога, полос был отпущен. Никто не пострадал. Все отделались испугом. Змея легким, ваш покорный слуга средней тяжести. Дошло время и до птиц, к которым мы шли. Мы установили скородок, немного подождали, пока не успокоится, и уже спустя полчаса у нас появились первые кадры. Это усатые синицы. Как и полагается в приличном обществе, дамы данного вида усов не носят. Вы как раз сейчас видите одну из этих красоток. А вот самцов выдают роскошные черные усы, которым бы позавидовал Семен Михайлович Буденный. Впрочем, нет, не позавидовал. Ну а на этом все. Теперь уже правда. Хочется закончить хрестоматийным: усталые, но довольные, они возвращались домой. А вы не переключайтесь. Там еще пара минут интересности, но уже без моих комментариев.